В этом видео мы с вами починим бесшовный дизайн. Смотрите, у нас здесь вот проблема бесшовности. Это вот здесь у нас несовпадение, и вот здесь у нас несовпадение, потому что так как-то исторически получилось. Давайте мы это починим. Вот у нас есть исходный дизайн, и здесь у нас вот такая вот ситуация. Казалось бы, все должно работать, но оно не работает. Во-первых, что нам нужно? Нам нужно определить размеры нашего артборда для того, чтобы потом впоследствии могли двигать элементы так, как нам нужно. И здесь у нас сейчас артборд не очень удобного размера, потому что, видите, он тут у нас вот с такими вот циферками лишними. Нам неудобно будет двигать на этот размер. Поэтому мы сейчас с вами сделаем размер более удобным и приятным. Мы вот эту штучку убираем. Вот это мы удалили. Это мы удалили. Но, в принципе, лучше делать артборд какого-то нормального размера, удобного, это с круглыми цифрами. То есть обычно для паттернов я использую 2000 на 2000, 5000 на 5000, ровные цифры, потому что дальше я буду использовать эти цифры, собственно. Давайте чинить дизайн. Вот это теперь наша высота и ширина артборда вот этого, да. Проблема у нас у дизайна вот по этой стороне, соответственно, и по этой стороне. Мы удаляем сейчас вот эти все элементы, которые у нас на самом деле не повторяются. Вот удаляем вот это вот все. Вообще все удаляем. Все удалили. Вот что нам нужно, собственно, повторить. Значит, мы выделяем все элементы, которые нам нужны, и будем их сейчас сдвигать. Мы будем сдвигать их по ширине нашего артборда, поэтому цифры мы привели в более-менее нормальное состояние. И здесь мы пишем ширину нашего артборда и копируем наши элементы. По горизонтали нам не нужно его теперь двигать. А по вертикали у нас будет 3680. То есть, если мы хотим подвинуть не вниз, а вверх, тогда это будет минус 360. Копируем. Вот, теперь наш дизайн стал бесшовным. Давайте это проверим. Для этого мы сделаем, собственно, саму вот эту бесшовную плашку. Мы копируем вот этот фон при помощи Ctrl-C. Мы его вставляем. У нас, видите, он сверху. Мы убираем ему цвет заливки и цвет контура. И отправляем его назад. И потом мы снова вставляем этот фон и делаем маску. В общем, вот наша плашка, собственно, бесшовная паттерн. Мы его перетаскиваем в палитры и проверяем его. Теперь, собственно, он бесшовный. Проблем никаких нет. Видите? Вот мы можем его увеличивать и проверить, все ли хорошо. Собственно, все хорошо. Дизайн снова стал бесшовным.